Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать OnePlus Pad. Что это такое, с чем это едят и зачем нам нужен OnePlus-овский планшет, мы с вами попытаемся выяснить. У меня в руках еще iQOO Pad, и нет, это не копия OnePlus-овского планшета, хотя это тот же бренд BBK, он ярче, на него обзор еще будет, у него немного другая стоимость и другие особенности. У яблок экран менее яркий и сразу, сходу, здесь у нас 144 Гц, это раз. Процессор неплохой, почему? Потому что я тестировал его на Твиче, на лайв-канале есть запись с тестами данного планшета, и он проходит тест в игре с одновременным стримингом хорошо. 144 Гц, сразу спойлер, они показываются мало где, к сожалению. Чуть больше часа он заряжается, у кого-то он заряжается 70 минут, у меня 60, сразу вам все спойлерю. Он довольно маркий, то есть я к нему сразу покупал чехол за, не знаю, там рублей, наверное, 600. И относительно легкий для такого размера экрана. Но в целом 500 с лишним граммов, как вы понимаете, это тяжелая штука. Для кого он актуален? Для тех, кому нужен топовый звук, здесь просто нереально бомбезный звук. Это раз. Второе, кому нужен огромный экран книжный, он и правда огромный. И третье, мы должны всегда помнить, что это экосистема, я об этом не раз скажу вам в ролике, что если вы берете что-то подобное, у вас что-то подобное должно быть от бренда BBK. Планшеты, как и ноутбуки, конкретно дропнулись по продажам во всем мире. В принципе, как и вы читали уже по поводу SSD-шников и всего остального. Что это значит? Значит, они демпингуют, значит, они сбрасывают ценники, значит, они пытаются продавать, допустим, не Mi Pad 6 Pro, который у меня уже был на обзоре, а OnePlus. В Mi Pad 6 Pro, кстати, глобалка еще не вышла. И когда говорят, ну вот они стоят примерно одинаково, или OnePlus дешевле, но он в каких-то моментах хуже, помним, что это глобальная версия Oppo Pad 2. Здесь есть Play Market сразу в стоке. Что еще здесь есть? Разумеется, здесь и русский язык в стоке. И я считаю, что здесь уже допиленная операционка под планшеты. Все здесь сделано по фэншую, в ролике вы увидите. Не забудьте подписаться на канал, смотрим. Перейдем же к распаковке. Поставляется данный планшет в бело-красной упаковке с названием, изображением и краткими характеристиками модели. Также я дополнительно заказал чехол-книжку. По качеству он неплохой, очень похож на чехол, который я заказывал к планшету Xiaomi Mi Pad 6 Pro. Но, разумеется, это не оригинал. Обзор на данный планшет, кстати, уже на канале. Упакован OnePlus Pad отлично и надежно. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на неплохие 67 Вт, так как я покупал планшет в китайском магазине. И напоминаю, что OnePlus это глобальная версия планшета Oppo Pad 2. Плюс первоначально блоки питания в коробке не запихивали. Габариты планшета 258 на 189 на 7 мм. Весит он 552 грамма. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, распродажа в июле уже скоро. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. К слову, недавно, вчера, был middle sale на Анкера, на наушники, посмотрите, цены вроде бы должны быть еще актуальны. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Приобрести данный девайс можно только в зеленой расцветке, что неудивительно. OnePlus. Дизайн планшета нестандартный из-за тыльной камеры. Выглядит планшет интересно, но по мне не особо практично. Корпус матовый и выполнен он из алюминиевого сплава. Сборка качественная, как и материалы. В руках держать планшет удобно. Печатать в вертикальном положении планшета можно, но не всегда удобно. Грани закругленные, тыльная часть маркая. Замучаетесь его протирать, если без чехла будете использовать. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус микрофоны, стереодинамики с Dolby Atmos, звучание качественное, громкости достаточно. Предустановки звучания на борту. Аудиокодеков достаточно, вибромотора, к сожалению, нет. Как и нет мини-джека, нет ЭК-порта и нет возможности расширить память картой памяти, и это прям очень плохо. Планшет поддерживает OnePlus Magic Keyboard с тачпадом и OnePlus Stilo, который имеет отклик 2 миллисекунды. Все это стоит не дешево, но и недорого. Все как у всех, в принципе. Тот же стилус вроде бы торгуется в 60
$60, а на распродажах можно и за 40 взять. А аналогов клавиатур уже просто море, подешевле. Летим дальше. OnePlus Pad оснащен IPS LCD дисплеем на 11,61 дюйма с разрешением 2800 на 2000 пикселей, а также с 2,5D изогнутым стеклом. Рамки у экрана небольшие, и не забываем, здесь нет защитной пленки на экране, в стоке, разумеется, и это не AMOLED, поэтому все намного дешевле, чем у того же Lenovo, который выкатил на AMOLED планшет по стоимости как ноутбук. Соотношение экрана к корпусу 88,14, а соотношение сторон нестандартное, 7 к 5. Книжку напоминает. Контрастность 1400 к 1, глубина цвета 10 бит. Есть поддержка технологии Dolby Vision и HDR10+. Плотность пикселей 296 ppi, яркость 500 нит. При прямом попадании света на экран, к примеру, на улице, яркости не хватает в автояркости, но в помещении яркость более чем достаточная. К слову, у него один из лучших показателей яркости из планшетов, который у меня на руках. Правда, у iQOO пада яркость выше, но там свои минусы. К слову, напоминаю, что, разумеется, так как OnePlus является глобальной версией Oppo Pad 2, Play Market там стоит, никаких проблем с ним нет. Плюс, разумеется, все на русском языке. Автояркость с 2048 уровнями работает отлично и быстро. Частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом. Но напоминаю, что она практически нигде не работает, и даже если вы будете ее разлочивать, она не будет работать почти во всех играх. Тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего не показал. Мультитач есть и на 10 касаний экран откликается довольно хорошо. Экран в целом хороший, цветопередача насыщенная и контрастная. Углы обзора в пределах нормы. В настройках есть функции для персонализации экрана под свои предпочтения, что удобно. Многозадачность на борту, можно разделять экран на две рабочие части или открывать плавающее окно. Также есть удобная функция Auto Connect для обмена данными между устройствами и многое другое. Далее, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица. Сканера отпечатков пальцев нет. Биометрические данные можно завести только одного лица. Срабатывает распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Но то, что нет сканера отпечатков пальцев, это по мне фейл. Здесь основной идет минус у нас. Процессор установлен Mediatek Dimensity 9200. Здесь у нас техпроцессор 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,5 ГГц, графический процессор ARM Mali G710, интерфейс 13.1 на базе Android 13 версии. Интерфейс доступен на русском языке, система работает быстро и без микрофризов, минимум 3 года обновления они обещали, оперативная память здесь LPDDR5 на 8 или 12 гигабайт и внутренняя UFS 3.1 на 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно, микрофон отрабатывает по мне отлично, звучание четкое. Bluetooth версии 5.3, NFC, разумеется, не поддерживается, а вот GPS GLONASS на борту. Далее, емкость аккумулятора 9510 мАч. PC-Mark на автономность устройства так и не прошло, но выбило 11148 баллов. За 1 час 11 минут заряжается он у меня от 0 до сотки, зарядкой на 67 Вт штатный. Притом у кого-то он заряжается за 75 минут, у кого-то за 72, а на официальном сайте вообще указано 80. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi в среднем 8% заряда. В играх с одновременным стримингом на Твиче за час уходит 31%. Планшет в играх показал себя отлично, играть комфортно, на лайв-канале есть сохраненный стрим, кому интересно, обязательно посмотрите, что он может. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест показал неплохие цифры, вы все видите на экране, как он прошел. В Geekbench 6 в сингл-коре, сколько он выбил, в 3D Mark и всем остальном, все видите. Единственное, хочу отметить, что 3D Mark он проходил, в отличие от некоторых устройств на Dimensity, без всяких там морозилок и холодильников, а по поводу устойчивости в 73% в кое-каких тестах из разряда Extreme Stress Test, это неплохо. Я ожидал худшего. В Antutu планшет выдал 883 тысячи попугаев, у кого-то он выбивает и 1 000 000. Стресс-тест прошел неплохо, но не великолепно. Storage-тест показал 50 тысяч, что в принципе стандартно для этого дела. И самое интересное, в Antutu он показывает 144 Гц, хотя в обычной оболочке своей основной только 120 Гц и 60. Все это можно разлочить, со всем этим делом химичиться, но вопрос остается открытым. Зачем OnePlus сделал 144 Гц, если даже в своей родной оболочке он их не позволяет использовать без танцев с бубном, правда? С тыльной части у нас расположили основной сенсор на 13 мегапикселей след вспышкой автофокусировкой. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS, электронная стабилизация изображения имеется, различные режимы и вспомогательные функции в наличии, но их не так и много.
Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, всем, кто напишет мне, кто будет нормально снимать на планшете, ну, друзья, вы заплатили за это дело. Это основной модуль 4К, притом снимает он довольно неплохо. Если штатив поставить на штатив, либо на подставку что-то, то картинка будет вполне, по мне, достойная. Для планшета однозначно. Зумировать, даже зумировать можно. Ощущаете? X10. Зум дело неблагородное, но на X5... Нет, на X5 тоже плохо. Все равно все это дело не для съемки, но в целом можете ощутить всю глубину глубин. Неплохо, неплохо снимает. Еще и вспышку можно включать. Ну а фронталка, кстати, может быть 0.8 и X1. Это тоже удобно для видеосвязи и для кружков. Еще поснимаю на нее, но основная камера, конечно, круче. Так, АИ включается только в 1080p, так что здесь просто 4К, съемка на основную камеру, и она здесь внешне оформлена огромной, по факту она, разумеется, не такая большая. Могли бы сделать и маленькую пимпочку, но они решили сделать что-то эпичное. И в целом, вот так вы сможете себя снимать, направленного микрофона нет, но по мне довольно неплохо. Как вам? Ну что же, вот они пошли нестандартные тесты. Вдруг вас перекрыло, вам показалось, у меня есть 4К, и вы решили идти гулять вместе с планшетом. Что я вам могу сказать? Вечером однозначно этого делать не стоит при любых раскладах, потому что ночная съемка здесь нулевая в 4. Съемка в АИ ночная 1080p, и она немногим лучше, но чуть-чуть лучше, объективно. Но тоже мыло. Не ходите, дети, с планшетами гулять по ночам. Ну и, разумеется, фронталка идет с дополнительным освещением. Она, кстати, что днем, что ночью качество плюс-минус одинаковое. 4К на планшете. Как мне сказал правильно сын, что отличная камера для планшета. Эта стабилизация не включена. Сейчас я включу, она возможна только на 1080p. 1080p 30 fps, стабилизация включена. Пример съемки. OnePlus-овский планшет. Кто бы предполагал, да? Как говорят, а зачем тебе планшет? Ты что, на него снимать будешь? Будешь. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив карту памяти, нет вибромоторчика. Также цена на данный момент прямо кусается. Нет сканера отпечатков пальцев, старая версия USB. Хотелось бы USB 3.0, хотя с другой стороны они все делали ультраэкономом. Почему? Потому что цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она абсолютно конкурентоспособна. Если вы Xiaomi, то, разумеется, Xiaomi. Если Huawei-евские смартфоны, то, разумеется, планшеты от Huawei, они просто топовые. И это уже, хотя и самостоятельное устройство, учитывая количество функций, которое предлагает подобное устройство в паре со смартфонами, больше это аксессуар к смарту, либо к ноутбуку. То есть такие вещи покупаются для экосистемы. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Кто подписался еще и с колоколом, троекратное ура, спасибо вам большое, вы помогаете проекту еще больше. Резюмировать я бы хотел на камеру этого планшета. Она здесь неплохая, 4К 30 FPS, студийная съемка. Повторяюсь, его основные плюсы. Первое, вы будете смеяться, но это стоимость. Почему? Потому что раз это глобальная версия с Play Market, русским языком, великолепной яркостью, разумеется, нулевым шимом, так как это IPS. Но второй момент, это BBK, то есть здесь, хотя и немного подлагивает местами оболочка, но она все равно крутая. Если говорить о 144 Гц, ну а в каких планшетах она есть везде. Если говорить о особенностях таких, что здесь нет карты памяти, сим-карты, не знаю, там, сканера отпечатков пальцев и всего остального, опять же, многим это не надо. Второй момент, если говорить о 128 гигабайтах, большинство пользователей этого им достаточно. И я не пытаюсь защищать этот планшет. Вы, кстати, можете написать, что в эти деньги вы бы приобрели. Понятно, Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro мы не берем. Почему? Потому что это все-таки прошлый год. Год назад минус год поддержки, здесь еще все-таки 3 года поддержки. И это чуть-чуть другое железо, сложнее будет в конце концов продавать. OnePlus в целом уже все-таки популярны. Да, это Oppo Pad 2 для глобалки, но от этого он хуже не стал. Глобальный рынок, мне кажется, его даже улучшил.
Если говорить о моем отношении к данному планшету, я бы его рассматривал. Есть у вас варианты, по большому счету, и не такие большие. Если убрать яблочные планшеты, хуавеевские, если у вас нет смарта Huawei, и самсунговские, потому что они оверпрайс, у вас остается только Xiaomi, там iQOO, у которого, кстати, нет русского языка, и OnePlus. Что еще кроме этого? Lenovo имеет такую тенденцию, что если это глобальная версия, то она стоит космос. Если это китайская перепрошитая, то там будут какие-то у вас при любом раскладе проблемы. И еще раз повторяюсь, я рад, что на рынке появился этот игрок. Я не назову его супер-супер лучшим. Я скажу, что он достойный соперник Xiaomi там. И я не скажу, что я бы выбрал Xiaomi. Я бы выбрал EO, но опять же из-за оболочки. То есть это у меня такое отношение. У вас отношение может быть другое. Кому-то нравится MIUI, тем более если у вас, повторяюсь, телефон от Xiaomi. Если у вас телефон от Huawei, вы берете Huawei-вский планшет. Если от Samsung, самсунговский. И все здесь просто. Если от яблока яблочный, потому что экосистема решает, вы на нее однозначно постепенно подсядете. На вот эту вот совместимость всего и вся. Не считая наушников. Наушники, конечно, можно разные брать всегда. Поэтому от меня девайс сюда. Всем, кто поставит колокол, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Пишем, интересен ли вам планшет на iQOO, или я его сразу продам и буду рассказывать пока о смартфонах. И я еще раз вам напоминаю, что рынок планшета и ноутбуков конкретно упал. Так что рано или поздно мы увидим, как они будут демпинговать. И уже, в принципе, на каких-то платформах демпингуют, продают за низкий ценник, но там проблемы с возвратом, поэтому я вас не буду призывать там приобретать. Повторяюсь, девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.